Добрый день, коллеги! Вот уже давным-давно собирался сделать видео для начинающих, как приготовить бородинский хлеб в домашних условиях с нуля. Но все время меня отпугивало то, что втиснуть приготовление закваски и приготовление хлеба в одно видео – это очень тяжело, видео получится длинным и скучным. Но в итоге нашел вот метод, как приготовить бородинский хлеб за 30 часов. При этом я не буду пользоваться никакой закваской в качестве стартера, а начну с абсолютного нуля. Могу себе представить, что начинающие коллеги уже в шоке от того, как долго готовится бородинский хлеб, и переключаются на другой канал, чтобы приготовить пшеничную булочку. Совершенно другая мысль посещает коллег бывалых, которые начинают быстро соображать, где же я их хочу обмануть и в чем подвох. Коллеги, подвоха никакого нет, хлеб я приготовлю за 30 часов. Ну а как, давайте смотреть в этом видео. Печь я буду в двух формах L6. И вот сейчас я покажу вам, как пересчитывать рецептуру под вашу форму. Объем двух моих форм L6 составляет 4400 мл. Допустим, вот это вот ваша форма. Берем ее, ставим на весы и наливаем до краев воды, измеряя объем вашей формы. Ну вот, допустим, получилось у вас 1200 мл. Вам нужно разделить ваш объем на объем двух моих форм, и у вас получится некий коэффициент. В дальнейшем, если я говорю, что вам нужно 160 грамм муки, вы умножаете это на получившийся коэффициент и получаете число, которое вам нужно взять для вашей формы. Испечь я, дорогие коллеги, собираюсь не просто бородинский хлеб, а его полную четырехступенчатую версию. При этом я в рецептуре хлеба не буду отступать от ГОСТа ни на один шаг в сторону. Испечь бородинский хлеб без закваски невозможно, поэтому сейчас на ваших глазах я разведу ржаную закваску всего за 24 часа. Нам потребуется 160 грамм муки ржаной обойной. И далее нам потребуется 16 миллилитров 5% столового уксуса или 9 миллилитров 9% столового уксуса. Дорогие коллеги, не беспокойтесь, я не собираюсь печь бородинский хлеб на уксусе, я лишь буду использовать уксус для получения концентрированной молочно-кислой закваски, или, как она коротко называется, КМКЗ. Смешиваем уксус и воду температурой 55 градусов Цельсия, для того, чтобы в итоге выйти на температуру смеси около 50 градусов Цельсия. Такая температура смеси позволит задать нам начальную температуру закваски в 40 градусов Цельсия. Поэтому будьте внимательны. Температура смеси 50 градусов Цельсия. Заливаем этой смесью ржаную обойную муку и хорошо перемешиваем. Ну а пока перемешиваем, я расскажу, каким образом готовится КМКЗ по этой рецептуре. Концентрированная молочно-кислая закваска – это в прямом смысле бездрожжевая закваска. В ней отсутствуют дрожжи как таковые, а присутствуют только молочно-кислые бактерии. Ведется она при температурах от 38 до 42 градусов Цельсия. И из-за того, что в ней отсутствуют дрожжи, она набирает очень высокую кислотность. Отсюда и название концентрированная молочно-кислая закваска. Ржаная мука обильно покрыта различными микроорганизмами, гнилостными бактериями, дрожжами, плесенью и молочно-кислыми бактериями. Но поскольку нас интересуют только последние, мы должны создать для них оптимальные условия.
А оптимальными условиями для них является высокая температура в 40 градусов Цельсия, а также умеренная кислотность, которую мы и задали в самом начале, прибегнув к помощи уксуса. Замеряем температуру. Температура смеси должна получиться около 40 градусов Цельсия. Еще одним важным фактором является то, что мы должны перекрыть нашей закваске контакт с кислородом. Для этого накрываем ее сверху пищевой пленкой. В отсутствии кислорода плесень не сможет развиваться на поверхности нашей закваски, а для брожения молочно-кислых бактерий кислород не нужен. Итак, таким образом сейчас на ваших глазах я создаю идеальные условия для развития молочно-кислых бактерий, которые присутствуют, собственно, в самой муке. Благодаря созданию таких идеальных условий они разовьются в этой смеси за 24 часа без применения многоразовых освежений и без каких-либо усилий с вашей стороны. Единственное, о чем вам нужно будет побеспокоиться, это о том, как на 24 часа создать температуру, близкую к 40 градусам Цельсия. Для этого вы можете воспользоваться духовкой, если она поддерживает такую температуру, мультиваркой, если она поддерживает такую температуру. Ну или я вот, например, пользуюсь йогуртницей, в которой есть возможность регулирования температуры. При этом в процессе брожения нужно постоянно контролировать температуру, чтобы она лежала в диапазоне от 40 до 42 градусов Цельсия. В процессе брожения закваски я не рекомендую вам, по крайней мере в течение первых 12 часов, открывать ее и снимать с нее пленку. На этот день ваши мучения заканчиваются, и вы можете заниматься своими делами. Ну вот, на следующий день, по прошествии 20 часов, с утра можно снять с КМКЗ первую пробу. Для этого надо ее открыть, снять с нее пленку и попробовать ее сначала на запах, а затем на вкус. Обычно за 20 часов молочно-кислые бактерии в таких оптимальных для себя условиях развиваются уже в большом объеме для того, чтобы создавать молочно-кислый аромат и для того, чтобы КМКЗ была сильно кислой на вкус. КМКЗ имеет влажность 190%, то есть на 10 частей муки тут 19 частей воды. Она очень жидкая, поэтому в процессе брожения она расслаивается на муку и воду, вода сверху и дополнительно предохраняет муку от заражения микроорганизмами, которым нужен кислород. Обычно на брожение КМКЗ у меня уходит от 24 до 28 часов. Если КМКЗ к этому моменту не закисла, стала горькой или стала сильно пениться, вам имеет смысл начать все сначала, проверив количество уксуса, которое вы взяли, и, возможно, поменять муку, которой вы пользовались. Предвижу возгласы скептиков, которые скажут, что бородинский хлеб так не готовится. Перед вами, дорогие коллеги, рецептура ГОСТа приготовления бородинского хлеба на КМКЗ. Можете ее спокойно почитать на досуге и перепроверить то, что я вам сейчас рассказываю. Ну а если КМКЗ по прошествии 20 часов была достаточно кислой, то можно приступить к приготовлению заварки. Ржаная обойная мука и ржаной ферментированный солод нам потребуются для ее приготовления. Небольшое количество муки нужно отложить в сторону, она нам потребуется позже. Отмеряем кориандр на точных весах. Кориандр потребуется молотый, но желательно его молоть самому, так получается хлеб более ароматным. Далее наливаем в чайник воду, после чего кипятим ее до температуры 100 градусов Цельсия.
Ну а пока вода кипятится, молим кориандр. Чем можно заменить ферментированный солод? Ничем. Чем можно заменить кориандр? Можно заменить тмином. Получится бородинский хлеб с тмином. Добавляем половину кипятка и начинаем перемешивать заварку. Под воздействием кипятка мука расщепляется в крахмал и происходит ее клейстерилизация. Добавляем оставшуюся воду еще раз в 2 приема и хорошо перемешиваем до исчезновения комочков. Ну вот перемешивать лучше миксером, потому что вручную так хорошо вы размешать заварку не сможете. Или у вас на это уйдет очень много времени. Добавляем остатки воды и продолжаем мешать. После того, как перемешали, добавляем отложенную муку и еще раз все перемешиваем. Отложенная мука будет у нас являться катализатором процесса осахаривания. Ржаная мука в незначительном количестве содержит ферменты амилазы, которые необходимы для осахаривания муки. Заварка будет у нас осахариваться при температуре 63-65 градусов Цельсия в течение 2 часов. Осахариваем заварку в духовке. Если ваша духовка не поддерживает такую температуру, то делаем это на водяной бане или в мультиварке, или ищем другие возможности. Через 2-3 часа заварку достаем, перемешиваем и оставляем остывать. Ориентируемся на свою КМКЗ. Если она еще не закисла, то можно поставить после этого заварку в духовку и дать ей поосахариваться еще 2 часа. Если же наоборот КМКЗ уже закисла, то можно быстро остудить заварку на водяной бане. Отмеряем на точных весах хлебопекарные дрожжи, прессованные. Берется последних в количестве 0,6% к весу муки на выпечку. Перекладываем заварку, остывшую примерно до 30-33 градусов Цельсия. Контролируем ее температуру, потому что очень важно задать правильную начальную температуру опары. Готовая КМКЗ должна быть очень кислой на вкус, не такой кислой, как лимон, но существенно кислее обычной закваски. Если ее попробовать, то вам хочется поморщиться. Это вот такой вот критерий ее готовности в домашних условиях, где невозможно проверить кислотность закваски без специального оборудования. Аромат КМКЗ опять же существенно отличается от аромата обычной закваски. Ну, тут я даже не могу его правильно описать. Добавляем холодной воды комнатной температуры и разводим в ней хлебопекарные дрожжи. Для КМКЗ очень важно набрать правильную кислотность, высокую кислотность. Поэтому, если вы не уверены, лучше дать ей постоять лишних 2-3 часа и только потом замешивать опару. Добавляем раствор дрожжей к нашей опаре и хорошо ее перемешиваем. КМКЗ обладает способностью к самоконсервации, то есть достигнув максимально возможной для себя кислотности, она перестает закисать и сохраняет свои качества на достаточно длинное время. Поэтому пробуйте, смотрите, если больше не киснет, значит можно ставить опару. В среднем у меня
уходило на приготовление КМКЗ таким способом от 24 до 26 часов. Но бывали случаи, когда требовалось около 28 часов. Контролируем температуру смеси. Она должна быть чуть выше 30 градусов Цельсия, после чего добавляем муку ржаную обойную и еще раз все хорошо перемешиваем. Наша основная задача – выйти на начальную температуру опары в 28-29 градусов Цельсия. Если вы готовите большое количество теста, то неправильное задание начальной температуры, оно чревато плохими последствиями. Если опара окажется слишком холодной, ее придется греть, а нагреть большое количество опары тяжело. Если она получится слишком теплой, то ее надо будет остужать, и опять-таки это процесс не быстрый. Если же количество теста небольшое, то все гораздо проще, поскольку инертность у такой опары будет незначительная. Контролируем температуру, накрываем опару сверху и отправляем ее на брожение на 2,5-3 часа. В отличие от опары на обычной закваске, опара на КМКЗ изначально имеет кисломолочный аромат, что обусловлено высокой кислотностью КМКЗ. Перемешиваем муку ржаную обойную и муку пшеничную второго сорта. Поскольку в России мука пшеничная второго сорта является большим дефицитом, предлагаю для первого приближения попробовать заменить ее смесью из муки пшеничной обойной и муки пшеничной высшего сорта 1 к 1. Ну а впоследствии все-таки озаботиться поиском муки пшеничной второго сорта. Добавляем теплую воду к патоке. Чем можно заменить патоку? Можно заменить концентратом квасного сусла в количестве 80% от положенного или солодовым экстрактом тоже в количестве 80% от положенного. Хорошо перемешиваем и добавляем соль и сахар. Ну и на худой конец вместо патоки можно взять любой сладкий сироп, например, карамельный. Итак, сколько должна была бродить опара? 2,5 или 3 часа. Тут надо ориентироваться на собственный вкус и обоняние. Я дал побродить 2,5 часа, потому что, на мой взгляд, опара была уже полностью готова. Зависеть время брожения опары будет от кислотности КМКЗ. Добавляем смесь к опаре и хорошо перемешиваем. Опара имеет приятный аромат, он отличается от аромата опары на обычной закваске, и она кисловатая на вкус. Ну вот, на мой взгляд, опара пахнет более кисло и имеет более кислый вкус, нежели чем опара бородинского хлеба, поставленная на обычной закваске. Добавляем смесь муки и замешиваем тесто. При приготовлении КМКЗ спонтанным способом в ней с большой вероятностью развиваются молочно-кислые бактерии, слегка отличающиеся от молочно-кислых бактерий в обычной закваске. Они толерантны к высоким температурам и не нуждаются в кислороде для своей жизнедеятельности. Как следствие, аромат теста тоже слегка отличается от аромата теста бородинского на обычной закваске. И тесто, на мой взгляд, ввиду более высокой кислотности опары, стабилизируется гораздо лучше и берет в себя больше воды. Тесто замешиваем в латексных перчатках, периодически смачивая руки в воде.
Тогда тесто не будет липнуть, по крайней мере, к рукам, и его легко снимать с перчаток. Что отпугивает начинающего хлебопека от выпечки ржаных сортов хлеба? Ну, естественно, это необходимость разводить ржаную закваску несколько дней подряд, а то и целую неделю. Это, естественно, процесс непростой, и вот этим видео я надеюсь привлечь в наши ряды тех, кто еще не начал печь ржаной хлеб. Тесто должно быть влажным и липнуть к дну посуды, поскольку печь мы будем хлеб формовой. При необходимости добавляем воды и смотрим, как выглядит тесто у меня. Вот такой вот примерной консистенции оно должно быть. Для формового хлеба ничего страшного, если тесто будет мягче, а вот излишне плотное тесто не нужно. Вне всякого сомнения, такой способ приготовления ржаного хлеба удобен тем, что необходимость хранить ржаную закваску отпадает сама собой, поскольку приготовить хлеб бородинский за 30 часов или приготовить его за 24 часа особой роли не играет. Температура расстойки теста должна составлять 29-30 градусов Цельсия, время брожения 90-120 минут. Ну, у меня тесто бродило 90 минут. Смазываем формы. Ну, я вот смазываю их специальной смазкой для форм, поскольку бородинский хлеб, он очень липкий, и неправильно смазанные формы приводят к тому, что он намертво к ним прилипает. Ну, вот так вот выглядит тесто бородинского хлеба на КМКЗ после 1,5 часов брожения. Дать тесту побродить 1,5 часа или 2 часа. Это зависит от кислотности опары, и тут надо ориентироваться на собственное обоняние и вкус. Тесто необходимо при выпечке 2 буханок разделить на 2 равных куска и для этого воспользоваться весами, поскольку на глаз разделить точно их не получится. Руки опять же в латексных перчатках смачиваем в воде, и тогда тесто не прилипает к рукам, что позволяет очень удобно с ним работать. Выброженное тесто имеет очень приятный аромат, что позволяет надеяться на то, что хлеб получится очень вкусным. После того, как отделили кусок необходимого веса, необходимо его мокрыми руками обмять и выдавить из него накопившийся углекислый газ. Руки периодически смачиваем в воде, иначе тесто начнет прилипать даже к латексным перчаткам. При обминке теста стараемся, чтобы все складки оказались с одной стороны, и эта сторона у нас пойдет вниз формы, так чтобы гладкие стороны оказались сверху и с боков. После того, как поместили тесто в форму, влажной рукой утрамбовываем его в форме, чтобы оно заняло снизу весь объем. Форма заполняется примерно на 2/3 объема. Ну а для совсем начинающих хлебопеков я бы для начала рекомендовал выпекать бородинский хлеб в формах с антипригарным покрытием. Для этого их достаточно смазать просто маслом. А вот формы L6 алюминиевые, с ними могут возникнуть проблемы. Оглаживать таким образом поверхность необходимо для того, чтобы она увлажнилась и стала гладкой.
на ней не образовывались при расстойке трещины, и, соответственно, при выпечке поверхность хлеба тоже останется гладкой и не будет трескаться. Посыпаем сверху хлеб кориандром по своему вкусу. Ну а по ГОСТу на 2 таких буханки нужно 3,2 грамма кориандра. Еще раз я подмазываю края антипригарной смазкой, после чего необходимо защитить поверхность хлеба от заветривания. Ну, делаю я это при помощи таких вот пакетиков с резинкой, так как заветривание поверхности хлеба при расстойке — это наихудшее, что может произойти. Хлеб тогда при выпечке потрескается. Ну вот я оставил специально 60 грамм теста. Если дать ему побродить в течение 7-8 часов при температуре 28 градусов Цельсия, то у вас будет хорошая рабочая закваска с дрожжами и молочно-кислыми бактериями, на которой вы сможете печь любой хлеб. Я еще вернусь позже к этой теме, ну а заготовки тем временем нужно поставить на расстойку. При температуре более 30 градусов расстаиваются хлебные заготовки по ГОСТу. Для этого я подливаю в поддон кипяток и накрываю всю эту конструкцию сверху коробкой, таким образом соблюдая рекомендации ГОСТа. Время расстойки 45 минут примерно. Через 45 минут, максимум через 60 минут, тут надо ориентироваться на то, как быстро подходит тесто, и зависеть это будет от температуры расстойки. Заготовки готовы к постановке в печь. Спрыскиваем их сверху водой. Духовка к этому моменту прогрета до температуры 260 градусов Цельсия. Выпекаем первые 10 минут при температуре 260 градусов Цельсия, а затем 50 минут при температуре 210 градусов Цельсия. Выпекаем без пара, с верхним-нижним подогревом, и за 3 минуты до окончания выпечки нужно спрыснуть заготовки сверху водой для придания поверхности глянца. Ну что ж, коллеги, хлеб готов. Ушло у меня на его приготовление 30 часов и 35 минут. Если кто-то готов побить этот рекорд, я не против и буду даже рад. Не забываем про кусочек отложенного теста, который побродил уже 7 часов. Если его сейчас размешать водой в соотношении 2 к 1 на 60 грамм теста, 30 мл воды и отправить в холодильник, то у вас будет готовая закваска влажностью 150%, на которой вы сможете печь любой понравившийся вам хлеб. В эту закваску уже, в отличие от КМКЗ, включены как дрожжи, так и молочно-кислые бактерии. Ну а теперь моя субъективная оценка. По ароматическим показателям этот хлеб превосходит все сорта бородинского хлеба, которые я пек до сих пор. По своим вкусовым показателям он тоже весьма неплох. Очень надеюсь, что при помощи этой несложной рецептуры приготовления бородинского хлеба я смогу привлечь начинающих хлебопеков к выпечке ржаных сортов хлеба, поскольку, вне всякого сомнения, КМКЗ, приготовленное за один раз, всего за 24 часа, делает нас независимыми от закваски. Ее не нужно хранить, не нужно освежать, и каждый раз при необходимости она может быть выведена с абсолютного нуля.
Ну а я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачи и до следующего раза.